Есть города, которые нас меняют. Я несколько лет жил в Дубае, а теперь живу в Плайя-дель-Кармен на побережье Карибского моря. И это два абсолютно разных стиля жизни. Оба по-своему сильные, красивые и уникальные. Сегодня я расскажу вам, чем отличаются эти два мира, кому они подходят и почему лично для меня переход от мегаполиса к Карибам стал логичным следующим шагом. Я работал в сфере недвижимости в Дубае и хорошо знаю рынок, темп жизни, подход к работе, и теперь живу в Плайя-дель-Кармен, изучаю локальные проекты, районы, стиль жизни. И в этом видео не будет сравнений, что лучше или хуже, мы просто разберем, кому подходит Дубай, кому Плайя и чем эти две вселенные отличаются. Дубай – это про скорость, про развитие, карьеру, большие цели, международный ритм. Там все работает быстро. Сервис, бизнес, инфраструктура. И если вы, молодой человек с большими амбициями, чувствуете, что весь мир у ваших ног и впереди длинная дорога, Дубай действительно может стать для вас идеальным стартом. Это город возможностей и высокой энергии. Здесь легко позволить себе жизнь, которую многие видят только в Инстаграм. Красивые места, стильные интерьеры, лучшие рестораны, автомобили, мода. Но важно помнить одну особенность Дубая. Это город, который вдохновляет и одновременно стимулирует тратить. Когда вокруг такая роскошь, естественно, хочется соответствовать этому окружению. Сумочка Louis Vuitton, новый джип, дорогие кофейни, стильные заведения, наконец. Это часть культуры и атмосферы. И многим людям именно это и нравится. Ощущение большого города, который постоянно подталкивает тебя идти дальше. Плайя-дель-Кармен – это про баланс, про море, прогулки, работу в своем ритме, ощущение размеренной жизни. Здесь люди живут ближе к природе, больше проводят времени на воздухе и у моря. И это заметно меняет ритм и повседневную жизнь. Есть интересное наблюдение. Климат действительно влияет на стиль жизни. Когда вокруг солнце, теплый океан, зелень, ритм становится мягче, спокойнее. Люди здесь чаще выбирают жить в моменте, меньше спешат, больше улыбаются и ценят каждодневные простые вещи. Плайя-дель-Кармен и Тулум как раз такие места. Города, где жизнь не торопится, где чувствуешь природу, а не бетон, и где каждый день начинается как-то по-новому и легко. И каждому подходит свое. Кому-то драйв мегаполиса, кому-то спокойствие у моря. Дубай – современный город мирового уровня, и стоимость жизни там полностью отражает его уровень развития. Это недорого и недешево, это нормально для международного мегаполиса, который конкурирует с Лондоном, Сингапуром, Нью-Йорком. В Дубае невероятно развитая инфраструктура, чистые пляжи, современные дороги, система безопасности, транспорт, медицина, школы, сервис, технологии. Вся эта экосистема стоит больших, огромных ресурсов, и она работает без сбоев. Именно поэтому люди со всего мира выбирают этот город. Кроме того, в Дубае очень высокий стандарт качества услуг. От ресторанов до автомобилей, от фитнес-клубов до жилых комплексов все сделано на уровне, и этот уровень формирует соответствующий ценовой диапазон. Важно понимать, стоимость жизни в Дубае – это не о роскоши ради роскоши, это про доступ к глобальным возможностям, безопасность, комфорт и скорость, к которым быстро привыкаешь. Поэтому многие люди, даже переехав в другие страны, продолжают сравнивать все именно с дубайским стандартом качества. В общем, в Дубае для комфортной жизни вам потребуется около $4000. Плайя-дель-Кармен – это более доступный город. Здесь комфортная жизнь обходится дешевле, особенно если говорить про аренду жилья, питание, транспорт и повседневные расходы. И это не потому, что здесь хуже, это про масштаб, про регион. Здесь городская экономика местная формирует другой уровень. Плайя-дель-Кармен – компактный город на Карибском побережье. Здесь нет огромных мегаполисных расстояний, больших административных структур и сверхдорогой инфраструктуры. Поэтому и стоимость жизни ниже. Именно многие вещи здесь проще, натуральнее, ближе к природе. И это тоже влияет на общий бюджет. При этом в Плайе можно жить очень комфортно, выбирать современные кондоминиумы, пользоваться сервисами, ресторанами, заниматься спортом, путешествовать, в конце концов, по Ривьера-Майя. Просто формат этих расходов будет более такой, расслабленный, более гибкий, без той самой высокой планки, которая, естественно, присутствует в международных столицах. Поэтому вопрос здесь не в том, что дешевле, что
лучше, дороже или хуже. Это разные миры, разные ритмы и разные потребности. Дубай и Плая – это два абсолютно разных стиля жизни, и каждый выбирает именно то, что подходит именно ему. Дубай – отличная площадка для карьерного роста, международных проектов, корпоративной культуры и крупных сделок. Это точка притяжения для бизнеса со всего мира. Здесь мультикультурализм на максимуме. Вы работаете с людьми из десятков стран, десятков национальностей, и это требует гибкости, дипломатии и умения, знаете, подстраиваться под разный стиль общения. И если вы амбициозны, готовы адаптироваться и не боитесь корпоративной динамики, а иногда и тех самых офисных игр, которые присутствуют в любой большой системе, Дубай может быть очень хорошим стартом для вас. Это город, который щедро вознаграждает за результат и энергию. Плая – сильная зона для тех, кто работает удаленно, занимается творчеством, сервисом, продажами и недвижимостью. Да, Дубай тоже попадает в рейтинги городов для удаленной работы, но здесь важно учитывать стоимость жизни, она существенно выше. И в этом плане побережье Юкатана действительно выигрывает. Можно жить у Карибского моря, работать онлайн и оставаться в комфортном бюджете. В Плае вполне реально найти и офлайн работу, но желательно знать английский. А если вы еще и на испанском говорите, то вообще будете себя отлично чувствовать. Практически как местный. Двери открываются быстрее, и регион развивается за счет сильной туристической экономики. Высокий спрос на аренду, растущий рынок недвижимости. Это создает отличные условия для тех, кто хочет строить карьеру, запускать проекты и инвестировать. Разные города, разные пути. Главное понять, какой стиль жизни и карьеры ближе именно вам. В Дубае сухой климат, много солнца и очень комфортные зимы. Это одно из тех мест, где с ноября по март погода идеальная, 24-30 градусов. Мягкое солнце, приятный ветер, при этом у Дубая есть своя особенность. Здесь практически не бывает дождей. И это поначалу кажется как будто плюсом, но спустя год-два вы вдруг замечаете, что начинаете скучать по той самой обычной воде, которая падает с неба. По тому природному ритуалу, который у большинства людей ассоциируется с обновлением, сменой сезонов и ощущением дома. Летом Дубай становится по-настоящему жарким. 45-48 градусов, высокая влажность и жара держится с апреля по сентябрь. Это особенность региона, которая подходит не всем, и к ней нужно быть готовым. В Плае климат тропический, здесь океан, джунгли, вечно зеленая растительность и мягкий температурный режим круглый год. И здесь наоборот, частые теплые тропические дожди, те самые, под которыми хочется, знаете, стоять, а не убегать и наслаждаться. Дождь здесь не разрушает ваши планы, а добавляет к ритму жизни какой-то такой карибской мягкости. Это другой уровень контакта с природой. Море в шаговой доступности, зеленые улицы, и для многих именно такой климат становится тем самым фактором комфорта при выборе страны для жизни. В Дубае уровень безопасности один из самых высоких в мире, и это факт, который ценят люди со всего света. Да, иногда безопасность города немножко идеализируют и преувеличивают, ведь в любом месте, где живут люди, могут происходить всякие неприятные вещи. И Дубай не исключение. Но важно здесь другое. Здесь такие случаи крайне редки, и вероятность того, что они коснутся именно вас, стремится к нулю. Город очень организован, четкие правила, система видеонаблюдения, большие штрафы за нарушения. Если что-то происходит, реакция спецслужб очень быстрая, а нарушение закона серьезно карается, вплоть до выдворения из страны. Поэтому рецидивы практически исключены. Система сама по себе все очень жестко регулирует. Плая более расслабленная и живая, здесь другой культурный код. Улыбчивые люди, открытость, карибская атмосфера и, конечно, уровень безопасности отличается от Дубая. Потому что сравнивать международный мегаполис и туристический карибский город немножко некорректно. При этом многое из того, что слышат люди о Мексике, сильно преувеличено. Большая часть этих самых новостей касается отдельных регионов, связанных с конфликтами между группировками. И по большому счету не имеет никакого отношения к штату Кинтана-Роо, где как раз и находится Плая-дель-Кармен. Здесь уровень безопасности находится в пределах нормы для популярных туристических направлений, и в Плае можно жить комфортно. Просто важно, знаете, выбирать районы и соблюдать базовую внимательность, как и в любом туристическом городе.
Рынки недвижимости совершенно разные, и сравнивать их напрямую сложно. Каждый живет по своим правилам. В Дубае работают крупные девелоперы: Имар, там, Дамаг, Нахил, Dubai Properties и еще более 500 застройщиков. Это масштабные проекты, высотные башни на 200-300 квартир, целые районы, города с инфраструктурой мирового уровня. Рынок международный, покупатели приезжают из Европы, Китая, России, Индии, США. Вообще география очень обширная. Дубайский рынок цикличный, с ярко выраженными фазами роста и коррекции. И в целом он ориентирован на капитал и инвестиции. Цены тоже соответствуют уровню города. Студии начинаются от примерно 130 тысяч долларов, односпальные квартиры от 200 тысяч, виллы, таунхаусы от 700 тысяч и далее вверх вообще без границ. Самый дорогой проданный дом стоил 163 миллиона долларов, а текущий топ-листинг достигает 204 миллиона долларов. В Плае все иначе. Здесь доминируют компактные комплексы на 3-6 этажей, бутик-проекты у моря, такие, знаете, камерные форматы на 20-80 квартир. Это более такая приватная застройка, ориентированная на комфортную жизнь и краткосрочную аренду. Цены заметно ниже. Студии стартуют от 85 тысяч, односпальные квартиры от 105 тысяч, дома от 115. Хотя есть варианты и за 4, и за 10 даже миллионов долларов. Вход в рынок ниже, можно купить апартаменты у океана по цене в 2 раза ниже, чем в Дубае. При этом вы будете намного ближе к морю. Поэтому Плая часто становится первой такой точкой входа для международных инвесторов, которые хотят себя попробовать и не готовы большие бюджеты вкладывать в Дубай, например. В Плае стабильный спрос со стороны туристов и диджитал-кочевников. И семей, которые вообще приезжают просто на пару месяцев сюда. Это создает устойчивый поток дохода, поэтому многие объекты здесь приобретаются именно для сдачи. При этом доходность двух рынков выглядит следующим образом. В Дубае вы можете рассчитывать на 7-10% годовых доходности. В Плая-дель-Кармен примерно 8-12%. И это доходность от аренды. Ну а если вы любитель перепродажи, то тут много переменных, и доходность будет зависеть от множества факторов. Эту тему я раскрою как-нибудь позже. Оба направления сильные, но решают разные задачи. Дубай – это масштаб, капитал, международные инвестиции. Плая – это доступность входа, бутик-проекты, жизнь у моря и стабильная аренда. Выбор зависит не от того, что лучше, а от того, какая стратегия ближе именно вам. Для меня Дубай стал важным этапом. Он дал мне колоссальный опыт работы, дисциплину, международный взгляд, возможность улучшить английский. И вообще я попал туда скорее по воле судьбы, но постарался взять по максимуму от этого уникального мегаполиса. Именно там я понял, как работает большой мир, как мыслит глобальный рынок и что такое настоящий профессионализм и профессиональный рост. Плая стала следующим этапом, местом, где я могу сочетать работу с более спокойным стилем жизни, быть ближе к природе и дышать свободнее. К тому же, со времен отдыха в Доминикане мы с женой мечтали жить на Карибском море. Это море невозможно перепутать ни с чем. Цвет, атмосфера, температура воды, которая всегда около 26 градусов. И вот сейчас эта мечта стала частью нашей повседневной реальности. И я уверен, у каждого города есть своя энергия, свой характер и свое предназначение. В итоге каждый выбирает то место, которое больше всего откликается именно ему, по его целям, по его ощущениям и внутреннему ритму. Если вам интересно узнать больше о жизни в Плае, районах, ценах, недвижимости, то подписывайтесь, впереди будет еще много полезных видео. Ну а если вы выбираете между Дубаем и Мексикой, я могу вам помочь разобраться в каждом направлении. Я хорошо знаю оба рынка и понимаю, как они работают изнутри. Главное найти то место, где вы чувствуете себя как дома и где ваши деньги действительно работают на вас, а не наоборот. Если остались вопросы, смело пишите их в комментариях. Я читаю их все без исключения и обязательно отвечу.